Мы приехали в Савату на соленые термальные озера. Это другая Румыния, о которой многие не знают. Всю неделю мы будем жить вот в этом деревянном коттедже и каждый день бывать на новом озере. Есть сауна позади меня и вот такая бочка деревянная, наполненная водой. Ночью так жабы квакали сегодня. Поймали 2 рыбульки. Они такие маленькие, что, наверное, я их отпущу сейчас назад. Ты ей так сотрясение мозга сделала, по-моему. Тут есть везде таблички с разными птицами, которые тут обитают. А еще тут есть табличка Wi-Fi. Табличку Wi-Fi Тая увидела первее, чем рисунки с птицами. Водится очень много медведей, и поэтому озеро называется Медвежье озеро. Улитка, лягушка маленькая. Алиса залезла на орла и летит, как доктор Айболит. Можно купаться только 3 часа с утра до обеда и 3 часа после обеда, после 3 часов дня. Тая первая уже уплыла. Вода в этом озере геотермальная, она лечит многие заболевания. Это уже какое яйцо по счету? Расскажи мне. Я вообще чью-то сережку золотую нашла. У тебя рот большой, ты можешь много сожрать, по-моему. Итак, наше утро сегодня начинается на озере Негру. Вход платный, 50 лей взрослый билет, 25 детский. На входе вам дадут вот такой браслет. Заходим и попадаем вот в такой соленый горячий бассейн. Негру самое древнее озеро, и концентрация соли в нем самая высокая – 277%. Аппликации и ванны с грязями этого озера уже 300 лет возвращают гибкость суставам и позвоночнику. Только мы зашли на территорию, и пошел дождь. Вон какие капли по озеру. Надо найти навес сейчас какой-то, где-то спрятаться. И потом лезть в воду. Начинаются прыжки в бассейн, в который нельзя прыгать. Солнце выглянуло. Лягушонок мой поплыл. Сейчас я тоже зайду. А бабушка наша пробует зайти в озеро. Вон она там с лесенки спускается. Тину разгоняет руками. Вода очень соленая, Тая нырнула. Говорит, что аж глаза печет. А так тепленько, в принципе. Сейчас поплаваю немножко с ними, и мы с Алисой пойдем в озеро. И у тебя? У Алисы тоже все царапинки напекли, скажи, да? Будешь вылазить или поплаваешь? А? Она такое не любит. Вода такого цвета, да, интересного. Зелененькая. Что ты, жучок? Водяной жучок. Закрываешь глаза, чтобы соль не попала? Идемте в озеро поплаваем. Я не хочу. Тут вода 28, насколько я поняла, а там 26. 26 это 2 градуса разницы всего лишь. На территории озера есть небольшой ресторан, цены, кстати, очень приемлемые. Также можно что-то взять покушать с собой. Они играют в прятки. В догонялки, да? Алиса медленно догоняет. Это очень честная игра. Она вообще вылезла из бассейна и убежала, да? Черное озеро, озеро Негру, обладает целебными свойствами, лечит суставы и позвоночник. На Тину не надо обращать внимание, это ничего страшного. И вот погода сегодня такая переменчивая, то дождь, то солнце. Мы от дождя прятались в том бассейне, он с соленой водой, тоже такой лечебный. А сейчас залезем в озеро. Я не смогу. В этом озере можно плавать с 9 до 19:00. В отличие от озера Урсу, здесь нет каких-то часов, там 3 часа до обеда, 3 часа после обеда. Можно приходить и купаться. Возьми тоже круг. А где он? Скользкие ступени. Ой, я уже накупалась в том бассейне, мне лень тут гребсти. Тут года опять не достанешь, так что... Я упала. Ступеньки такие неимоверно скользкие. Заходишь и можно разбить голову. Они все в иле, их не чистят. А водичка приятная.
На курорте Савата несколько озер с термальной водой. В прошлом видео мы показывали вам озеро Урсу. Также есть Алуниш, орешник, Верде, зеленое. Это озеро Негру, черное, Рошу, красное, Дроздовое и Змеиное. Тая пошла за вторым кругом, потому что Алисе тоже он необходим. А мне просто лень плыть. Ну оставь мне этот, я поплаваю пока. А я ты ходишь. понесу себе и Алисе. Хорошо. Там еще два висит же. Я здесь уже нигде не стою. Тебе принести детский? Да. Не надо. Сижу на противоположном берегу и наблюдаю, как Тая хотела взять круг, но охранник озерный ей запрещает с того берега круги переносить на этот берег. Алиса захотела себе такой же круг, и в итоге она пошла, и нам не разрешили, и из-за этого мы его оставили, она теперь сидит орёт. Дядька теперь за вами охранник наблюдает, Так просто чтобы вы тут круги не глубина утащили. 2 метра получается, и неудобно постоянно вот на весу находиться. Ну понятно. Ну здесь плавай на этом круге. Ой, скользко. Очень. Зачем мне нагибаться? Конечно, скользко. Я же сказала, опа, перевернулась, да? Глубина от 2 до 6 метров. Даже не отплывай мне далеко. В этом озере очень-очень много тины. Ее даже отгородили специальными сетками, и я не люблю тину, поэтому я плаваю в местах, где ее меньше всего. Здесь уже поплавали мы, и мужчина перед нами, и разгребли. Дорожку прочистили. Водичка приятная, тепленькая, вот температуру вам покажу. Люди с больными суставами и проблемами с позвоночником стремятся попасть в лечебницу именно на этом озере Негру. Парковки у Урсу и Негру всегда переполнены, потому что, конечно, на машине добраться сюда удобнее всего. Здесь хорошо. Особенно люблю такие места, когда никого нет, кроме нас. Озеро сегодня просто для нас. Балуется. Балуется, скажи, что это? Сейчас перевернется круг и будет бух, да? Смотри, чтобы он тебя по голове не ударил, он тяжеленький. Так, спокойное время провождения моим детям уже надоело, и у них вот марафон, забег смотрю. Сделали вот такую отгородку. С этой стороны тина, а здесь более-менее чисто, и это место для купания. Мама, можно сказать? Там все по 9, можно 2 попкорна взять? Можно! Можно, мам? Да. Да? Я заметила такую вещь, что нам нужно приезжать в такие места в плохую погоду. Сегодня натянуло тучи грозовые, дождик моросит. И поэтому люди испугались и решили на озеро не прийти. И никого нет практически кроме нас. Несколько человек в бассейне. Ох. А что у тебя? Дай мне попробовать. Да, все, иди кушай. Иди кушай. В заключение сегодняшнего дня могу сказать, что это озеро Негру мне понравилось чуточку больше вчерашнего Медвежьего озера. В первую очередь, наверное, из-за небольшого количества людей. Все же на Урсу, на этом деревянном помосте, народу прилично после 15:00, да и в самом озере. А мы здесь пробудем еще 6 дней, и вот в какой-то из дней я бы хотела еще раз вернуться именно на Негру. Безусловно, Трансильвания – это мой самый любимый регион в Румынии. Эти озера, эти леса, воздух этот свежий. Просто обожаю эти места. Мне кажется, вот в Трансильвании можно месяц жить, и за месяц ты ее всю не объедешь по-любому. Вот просто нереально. Ты не побываешь во всех этих красивых местах, во всех замках, на всех озерах. Мы уже накупались, собрались потихонечку ехать домой. Солнышко вылезло.
Все как всегда. Целый день его не было, сейчас нате вам. Моих детей всегда слышно издалека. Вода соленая попала мне в глаз, печет ужасно. Как они ныряют тут, я вообще не понимаю. Вернулись после озера, уставшие такие, разморенные, в наш коттедж. Птички поют, тишина такая, звуки леса. Приятное место очень. Тая с Алисой приготовили вот такую вкусняшку. Это не просто печенька, это зефирки внутри. Это делается вообще на костре, да? А вы сделали на чем? На плите. Молодцы. А вы пробовали сами? Вкусно? Вообще-то я делала, она просто делала, ты уже съела. Ну давай, ну дай ей еще один и все. Выглядит вкусно. Я буду с кофе.